Всем добро пожаловать на канал Много Денег. А много денег где? Правильно, в трейдинге. Как раз таки в трейдинге, на финансовых рынках и на финансовых инструментах самое большое количество денег. Именно про это мой YouTube канал. В этом видео хотел бы показать наконец-то нашу новую схему, наш новый бот, который мы буквально только на днях закончили делать, который помогает анализировать графики на Pocket Option, на бинарных опционах и, соответственно, зарабатывать большие деньги. Буквально не прилагая никаких усилий, имея минимум навыков и минимум знаний, мы даем возможность каждому научиться и начать зарабатывать именно таким способом. Я прекрасно понимаю, потому что я был на месте каждого из тех, кто смотрит вам подобное видео, то есть подобные обучающие ролики по трейдингу, по заработку и вообще в целом просто по заработку больших денег. И прекрасно понимаю многие проблемы, то есть люди не умеют, особенно новичок, соответственно, анализировать не умеет график. То есть смотрят в график, какие-то там что-то прыгает вверх-вниз, какие-то зеленые, красные полосы. А что там надо делать, как правильно открывать сделки, вообще что нужно делать, для многих это как раз-таки проблема. Многие создают таких подобных ботов и дают там сигналы, как у нас была первая версия бота, который давал сигналы, и в момент сильной волатильности, когда рынок достаточно непредсказуем, просто сигналы оказывались ошибочные, несмотря на то, что у нас там был встроен искусственный интеллект и полностью обученный был. Сейчас мы написали такой инструмент, который самостоятельно анализирует график, то есть он помогает не как искусственный интеллект, он там что-то обучается, а он строго смотрит разные уровни, поддержки, сопротивления, Фибоначчи, силу покупателей, силу продавцов, и все это он смотрит, все эти объемы, и выдает вам уже конкретные показатели. Давайте, чтобы не затягивать, долго не разговаривать, просто перехожу к практике. Вы не забывайте подписываться на канал и ставить лайки под видео, потому что все-таки стараюсь для вас, потому что я также сам могу зарабатывать и не вести канал, но все-таки хочу обучать людей, то есть чтобы у всех получалось зарабатывать, и каждый мог, соответственно, заработать свои деньги, забрать их с рынка. Переходим, во-первых, на сайт Pocket Option, ссылка будет в описании под видео, также регистрируйтесь по ссылке, становитесь моим партнером. Также открываем рядышком сайт Pocket Signals, это наш сервис, который мы недавно буквально закончили делать. И ссылка на него будет в моем телеграм-канале, поэтому обязательно также на телеграм подписывайтесь, там своевременно обновляем информацию. На сервисе Pocket Signals мы что делаем? Просто выбираем пару, которую мы предоставили. То есть OTC пары есть реальный рынок. Просто выбираем все валютные пары и добавляем их в список. Всего 20 пар, добавил я их. Давайте сделаем вот так поудобнее, немножечко расширим экран, немножечко уменьшим размер. Все пары влазят, и, кстати, уже вижу сигнал на покупку, то есть это не процент, то есть гарантия, что сделка зайдет, это лишь сила покупки, но также смотрим на объемы торгов. Это очень важный шаг, сейчас я буду все это рассказывать. Видим, доходность 92%, нам этот вариант подходит. Видим, достаточно большая сила, то есть рекомендуют у нас индикатор на покупать, но при этом у нас объемы покупателей и продавцов достаточно схожи, одинаковые. Но сейчас видим, объемы покупателей увеличиваются. Давайте, $100 на 1 минуточку. Давайте подожду какой-нибудь откат, вот слишком уже график ушел. Хотя бы немножечко рывок вниз. Ну вот пусть здесь войдем в сделку, вхожу на 1 минуту на $100. Депозит сейчас у меня на балансе $1131. Вхожу на $100. На 1 минуту и посмотрим, что у меня из этого получится. Видим, сила сигнала уже упала. То есть входить в сделку уже как бы не рекомендовано, но при этом я вижу, что у нас объемы покупателей достаточно высокие еще сохраняются. Возможно, сейчас будет перемена и уйдут вниз. То есть продавцы будут доминировать. Но при этом все равно еще вижу, сохраняется сила. Посмотрим, в какую сторону мы все-таки пойдем. Наш инструмент, что он делает? Он в первую очередь анализирует уровни поддержки, сопротивления. То есть сейчас мы видим, график ушел до нижней отметки, у нас поэтому сила сигнала была достаточно большой, 130% в покупку говорил. При этом сейчас сила снизилась, потому что мы находимся у других уже уровней, то есть у уровней поддержки, то есть который у нас находит график. Вот видим, закрылись минус. А сейчас давайте открою двойную сделочку вверх на $200. Потому что у нас еще сила сигнала сохранена, плюс у нас все-таки вижу покупателей 97, то есть доминирует над числом продавцов. Ну, то есть это я так называю покупатели, по факту это просто объемы в покупку и в продажу. Как бы здесь нет ничего такого секретного, это обычное, так скажем, не индикатор даже, это вычисление, математические вычисления. Высчитываем количество объемов в покупку и в продажу. И дожидаемся окончания сделочки. Конечно, график не очень уже хороший, достаточно такой он замерший, флетовый, но если уйдем
уйдем вверх, это, конечно, будет прекрасно. Смотрим, что из этого получится. Но я думаю, мы должны закрыться в плюс, если сейчас не будет импульса вниз. 6, 5, 4. Ну, блин, ну вот опять видим. Чуть. Отлично, закрылись в плюс на последней секунде. Вот то, о чем я говорил. Уже сила сигнала снизилась, достаточно высокий риск. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я всегда так говорю. Дальше снова $100 на 1 минуту. И давайте посмотрим, что еще есть. Вот видим, допустим, ситуация. USD, швейцарский франк. Доходность 39%, соответственно, пропускаем. Если бы была, к примеру, высокая доходность, то в эту сделку можно входить на свой, так скажем, страх и риск, потому что график замер, видим, объемы на покупку у нас большие, на продажу меньше, то есть на продажу гораздо меньше даже. И график замер во флете, то есть можно таким образом определять, что у нас сейчас график флетовый, при этом нам говорит сигнал продавать. Но продавайте, как бы, когда у нас даже вот сейчас покупателя, не покупателя, объема на покупку доминирует, рискованно, видим, график ушел наверх. Поэтому, что мы делаем по нашему индикатору? Мы не даем конкретно прямых сигналов, потому что поняли, что это в некой степени утопия. Мы все-таки стараемся найти ГРА, но мы поняли, что это в какой-то степени такая утопия, которая приведет вас в конечном итоге к сливу. Потому что тесты показали, что даже если я неделю не сливался, рано или поздно наступает слив. Очень рискованно. По данному индикатору мы его уже тестируем больше месяца, еще до Нового года начали тестировать. Сливов вообще не было. Был на $100, там и сливались, когда тестировали, и уже шли, считай, ва-банк. Просто думали, ну сейчас попробуем просто ва-банк. Но так не работает. Обязательно рассчитываем риск-менеджмент на 6 сделок, и все будет хорошо. Сейчас видим, у нас USD Chief сигнал пропал. График ушел вниз. В такую сделку не входим, потому что у нас получился некий рассинхрон, во-первых, индикаторов, поэтому сигнал мы убираем такой. Во-вторых, уже резко ушел вниз, и как бы не стоит здесь ничего ловить. Ну, можно в некоторые сделки входить чисто по силе сигнала. Ну, допустим, давайте. А вот НЗД снова смотрим. 90% доходность. График просто летит вниз. Количество продавцов у нас гораздо больше, чем покупателей. В такие сделки я иногда тоже вхожу. Давайте просто продам. Чисто по объемам на продажу. Когда объемы большие, я иногда вхожу в сделку, когда вот реально больше 100, и график реально летит вниз без остановки. Можно войти вниз. То есть вопреки индикатору. И дальше, вот сейчас, допустим, мы остановились. Ждем ситуацию, когда у нас объем все еще зеленый будет. Ой, не объем, а сила будет зеленая. И объем на покупку будет переваливать, доминировать над продажами. То есть в такую сделку можно входить. Давайте даже сразу $200 на всякий приготовим. И посмотрим, подождем. Ну, начали, вот видим, снижаться объемы на продажу. Но давайте отсюда мы и войдем сейчас немножечко. Если откат будет, то оттуда будем входить. Давайте вот так вот, пусть будет. Смотрим, разные ситуации разбираю, разные ситуации показываю, в какие сделки вхожу. То есть и в такие вхожу, и затем догоняюсь просто, соответственно, по сигналу, потому что видим, пока, конечно, у нас объемы на продажу высокие, но уже перемена пошла, то есть смена начинается, потихонечку здесь снижение, здесь повышение. Бывает у меня, если не с первого раза сделка заходит со второго не зайдет, с третьего захожу. То есть, видите, я по-разному работаю. То есть мы специально добавили два вида сюда сигналов. То есть один с объемами, то есть можно по ним работать. Достаточно рисково, да, как вы видели. Но по ним тоже работаю, иногда график просто уверенно летит именно вот по объемам. То есть когда у нас уровень какой-то поддержки, сопротивления, мы его пробиваем, объем очень хорошо работает. И также по силе, то есть там уровни поддержки, сопротивления смотрим, плюс Fibonacci автоматически рассчитывается. И по этому сигналу тоже, вот видим, прекрасно зашли, несмотря на его снижение, как раз отлично. Хорошая точка входа была. Рисковые сделочки, видите, я открываю на $100, то есть это всего лишь 10% от своего депозита. Ну, так интересно, на самом деле, торговать для меня и контент записывать. Плюс быстро депозит разгоняется. Но вам не рекомендую. Вам не рекомендую. Всегда используем 1% от депозита, чтобы догоняться на 2, потом 5% и плавненько увеличивать. То есть догон использовать. Видим, разные сигналы появляются. То есть я не вхожу в какой-то один график. Ну, бывает, если догоны делаю, то в одном торгую. А так вот, допустим, KGPI. Давайте посмотрим, что у нас по KGPI. Вот он не торгуется, но мы видим, то есть анализируем OTC рынок по данному графику. Давайте его беру, раз он не торгуется, чтобы не мешался. Британский фунт GPI, 92% доходность.
говорит на продажу, но при этом объемы на покупку еще растут. То есть, видим, у нас график достаточно резкий. Имеем мы большие линии на покупку, то есть свечи на покупку большие. Длинные у нас на продажу свечи, достаточно большие тени на продажу, соответственно, на покупку. То есть тени длинные. То есть график достаточно такой резкий, волатильный. Поэтому ждем что-то более уверенного. Видим, вот сейчас сила объемов на месте, замерли на месте, просто качели. Поэтому, скорее всего, график будет вот как здесь рисовать, что-то подобное. Видим, сигнала нету, давайте дождемся какого-то сигнала и продолжим. Все-таки вернулся к графику британский фунт, японская иена. Сигнал уже у нас начинает пропадать, но еще все равно пока красненький. Плюс объемы на продажу еще у нас достаточно высокие. Давайте на $100 вниз посмотрим. Открылся, конечно, на самом кончике вот эта тени свечи. Не очень хорошая точка входа, но мы все-таки вот видим, сигнал пропал, значит, у нас график ушел уже из зоны сигнала. Поэтому давайте посмотрим, как мы закроемся. Скорее всего, даже, может быть, уйдем наверх. Но если что, подождем еще сигнал и будем открываться там. Видим, сигнала вообще нету. Графики все, видимо, находятся у нас просто в такой зоне, не по нашему сервису, то есть пока не подходят под сигналы. Вот давайте посмотрим OutGPI. Просто что у нас происходит на графике. Вот видим, график ушел вниз. Все, как бы здесь ничего интересного, ничего хорошего. Давайте вернемся. Британский фунт, японская иена. Ну, ходим на грани, видим, открылся не очень удачно. Все-таки ради контента сильно не жду сделки. На практике, когда я торгую, жду прям такие сильные сигналы, когда по 150%. К слову, если видим большой сигнал на 200%, ну, закрылись плюс, отлично. На 200%, 250% это, скорее всего, у нас разворот идет тренда, то есть смена тренда, поэтому здесь лучше пропустить график. То есть торгуем где-то до 150%, ну, край до 200% сила сигнала. Вот out chief, но видим, быстро пропадает сигнал. То есть не находимся в каких-то сильных зонах, все слабенькие, видим большие походы, просто поэтому силы сигнала нету. Видим, объемы на продажу высокие. Сигнал у нас говорит, что пойдем, скорее всего, вверх. Но вот здесь уже на свое, так сказать, усмотрение давайте на $100 откроюсь вверх. Почему открываюсь? Потому что были большие объемы на продажу, они у нас до сих пор сохраняются, то есть мы все это фиксируем. И, возможно, сейчас будет смена и пойдем наверх. То есть будем вырисовывать небольшую такую пилу. График пила, реально здесь график пила, я такой называю. Пилим. Посмотрим. 1 минута сделочка. Я рассчитываю, что мы сейчас на новой свечке уйдем наверх. Если хотите получить такой же инструмент, пожалуйста, у меня в телеграм-канале, на него ссылка, то есть на нашего бота ссылка, который проверит, поможет вам пройти по шагам и получить доступ к данному нашему индикатору, то есть к сервису. Данный сервис закрытый, то есть если вы даже станете партнером и захотите кому-то передавать ссылочку, такой не проканает, то есть ссылочка доступна только вам. И также вы попадете в наш закрытый VIP-чат. То есть мы туда будем всех наших партнеров добавлять, в котором будем обновления, все новости давать, чтобы вы могли своевременно получать свежую актуальную информацию. Видим, отлично, закрылись плюс. Получаем плюсик $92. Давайте посмотрим, вот евро-USD. На практике скажу, евро-USD доходность низкая. Достаточно сливной график. Он сильно волатильный и порой непредсказуем. Просто опасненько на нем торговать. Но вот раз есть сигнал, давайте распишу видеоконтент. Давайте сейчас дождемся. Объемы, конечно, у нас еще высокие на продажу. То есть давайте откроем сделку наверх. Пусть уходит вниз. Если что, сделаем двойной догон на $200. И чуть ниже просто снова покупку войну. Чувствую, хотят объемы развернуться. Но график, видим, очень и очень резкий, волатильный, его просто может ходить, видим, какие свечи огромные рисуют. За это я вот не люблю такие графики, где мы видим вот такие вот огромные свечи. Это просто, ну, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Ради контента, почему нет, не рискнуть? Но на практике я бы, конечно, вам не советовал ходить. И сами по себе видим тела свечей просто огромные. Ничего хорошего в этом нету. Ну, для сделки, для контента пусть будет. Сразу для любителей теории заговора скажу, некоторые говорят там, OTC рынок что-то подрисовывает, пытается нас выбить. Нет, вот прям на 1000000% уже убедился, что никто, видел, плюс закрылись $60 с низкой доходностью, рискнул, закрылись плюс. Хорошо. На практике OTC ничего не дорисовывает. У OTC
брокер, то есть торговая платформа, видим, поставляется напрямую международными банками. То есть сервисов, исторические данные поставляются. И Pocket Option, бинарные опционы, то есть сервисы с бинарными опционами просто подставляют эти индикаторы. Ежедневно могут менять раз в несколько дней и подставляют самые такие волатильные, активную торговлю. Ну, можно сказать, даже как перед новостями, после новостей какую-то сильную волатильность они рисуют на основе исторических данных. И если вы научитесь анализировать OTC рынок, вы, можно сказать, нашли золотой грааль. Мы как с другом уже шутим, кажись, мы что-то нашли, что-то нащупали. Высчитывая объемы, высчитывая силу сигнала на основе нескольких показателей, там сложные математические вычисления, большие формулы мы сделали. И достаточно круто высчитывать все эти силы сигнала, направление тренда, то есть все это актуально, поэтому мы делимся с этим инструментом со всеми. И поэтому, если вы хотите работать с нами, просто через телеграм-канал, ссылочка есть в описании под видео, подписывайтесь и, пожалуйста, переходите по ссылочкам по всем, становитесь моим партнером и будете получать такой же инструмент, все обновления. Это не единственный инструмент, к слову, мы еще разрабатываем в параллели другие, плюс дорабатываем текущие. Но не все сразу, просто у каждого из нас, у меня и у друга по 2 руки, и 4 руки на двоих, чтобы делать что-то качественное, соответственно, время. Поэтому контент я выгружаю не так часто, но стараюсь делать его, соответственно, качественный. То есть, чтобы максимально качество было, мне не надо, чтобы вы сливались, не дай бог, чтобы вы слились. Мне надо, чтобы вы успешно зарабатывали. Вы будете успешно зарабатывать, я буду счастлив, я буду рад. Потому что я и без вас, без вот этого контента, без Ютуба прекрасно зарабатываю. Сами видите, сделочки сейчас закрываю в плюс. Успешненько идет работа, успешненько идет торговля. То есть я спокойно так работаю. Видим, сигналов очень мало. Прошло уже много времени, уже сижу, жду. Вот только начали появляться какие-то сигналы. Вот, видим, резко появился евро-чих. 88% доходность, говорит на продажу, при этом объемы говорит на покупку, объемы на продажу еще у нас сохраняются. Значит, рынок такой у нас флетовый, то есть идет консолидация. Самое правильное — это входить в сделку, когда у нас здесь зеленое и здесь прям зеленый и ощутимый перепад объемов, то есть над продажами. То есть объемов на покупку над продажами, то есть ощутимо прям зелененьким горит, там интервал хотя бы от 7. Поэтому нужно входить уж в более уверенные сделки. Вот видим, вроде бы сила 90-109 уже процентов у нас, а все равно идем вниз. Поэтому ждем, когда у нас начнет немножечко вверх откатывать. И в принципе, не знаю, вот надо было войти в сделочку, я хотел, потому что чувствуется, что сила уже большая, сигнал была. Но ждем, раз не вошел в сделку, просто ждем следующей ситуации. Ни в коем случае не спешите. Пропустили какой-то сигнал, какую-то хорошую точку входа на низах. Просто ждите, потому что на рынке бывает еще будет море ситуаций, возможно, даже хорошо, что вы пропустили. Не надо гнаться, не надо быстрее. Часик посидели в день, сессию поторговали, по индикатору, посмотрели, как вообще это работает на демо-счете, проверили. Все понравилось, все работает, все у вас начало получаться, переходим на реальный и ищем хорошие ситуации. Давайте все-таки войду в сделку для контента, чтобы долго мне не зависать, не записывать долго видео. Скорее всего, сейчас у нас, возможно, перемена будет тренда, то есть объемы вырастут, и пойдем все-таки вверх по сигналу. Вошли в сделку и посмотрим, что из этого получится. Вот видим, у нас объемы начали расти, то есть выросли объемы, зеленый график, и объемы, соответственно, растут. Не сильно, конечно, выросли объемы покупателей над продавцами, но при этом сила сигнала снизилась. Раз сила сигнала снизилась, значит, мы идем туда, куда нам надо. И в какой-то момент сейчас, возможно, у нас сигнал пропадет. Давайте смотрим. 9-8 секунд. Я думаю, закончим уже в плюс, уверенный плюс. Поэтому подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал. Переходите по всем ссылочкам в описании, становитесь моим партнером. Зарабатывайте так же, как я. Используйте наш инструмент. Совершенно бесплатный, доступен каждому. Каждый может его использовать. Например, каждый. И он не платный, совершенно бесплатный. Единственное, просто нужно стать нашим партнером. Поэтому зарабатывайте, будьте успешны, будьте счастливы. Всего вам хорошего. Пока.